Доброе утро! У нас начинается новый день, и мы сегодня любуемся с утра мысом Фиолент, а также после обеда отправимся в Новый Херсонес. У мыса Фиолент расположен Георгиевский мужской монастырь, который, согласно легенде, был основан в 891 году таврическими греками-мореплавателями. Недалеко от него установлена беседка-ротонда, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину. В 1820 году вместе с семьей генерала Николая Николаевича Раевского он посетил Георгиевский монастырь. Один из прекраснейших видов мы нашли около лестницы 400 ступенек. Здесь оборудована смотровая площадка. Наше внимание привлек грот Диана, названный так в честь римской богини плодородия, охоты и женственности. Существует легенда, что давным-давно на самой вершине мыса Фиолент располагалось беломраморное святилище этой богини. Несмотря на то, что Диана была прекрасна, она была довольно кровожадной и требовала множества человеческих жертв. Жители Крыма регулярно совершали жертвоприношения и оставляли дары у грота. С тех пор грот и стал носить ее имя. Ну что же, мы прибыли в Новый Херсонес. Сейчас он работает в тестовом режиме, значит, вход бесплатный. А площадь Нового Херсонеса составляет более 23 гектаров. Открыли его всего лишь 2 месяца назад, а строили 1 год и 8 месяцев. Сейчас на территории есть несколько музеев. Это музей христианства, музей античности Византии и третий музей, музей Крыма и Новороссии. Вот он единственный, который сейчас работает. Есть также под открытым небом церковь, амфитеатр и очень симпатичный парк Екатерининский, в котором протекает река Гераон и установлены скульптуры известным личностям. Первый музей – это музей христианства, но он будет открыт только в 2025 году. А сейчас там можно приобрести билеты в музей Крыма и Новороссии, а также попасть на групповую экскурсию, которая стоит 600 рублей. А вот так выглядит храм под открытым небом. По 4 его сторонам установлены скульптуры, символизирующие 4 апостолов-евангелистов. Телец – апостол Лука, лев – Марк, ангел – Матфей, орел – Иоанн. Вдали виден Свято-Владимирский собор, собор на территории Херсонеса Таврического. Храм-парк во имя Святой Троицы представляет собой арочные опоры, которые в будущем должны будут быть обвиты виноградом и розами. На импровизированных стенах образы святых, а на том месте, где располагается алтарь, образы Иисуса Христа и Богоматери. Планируется, что богослужения будут проводиться на свежем воздухе. Мы тут недавно разговаривали с нашим Демиургом.
И выяснили, что вот вы проводник. А вот этот Харон, знаете, который перевозит людей? Да-да-да. Он полупроводник. Вот что вы выяснили. Молодцы. Проводите людей. Хорошо, Скажите хорошо. им про Гераон. Хорошо, расскажем. Позади нас еще один музей, который пока не открыт, обещают открыть в 2025 году. Это музей античности и Византии. В нем будут представлены более 7 миллионов экспонатов, которые были найдены при раскопках в этом месте. А те экспонаты, которые не представляют собой особой исторической ценности, ну это керамика, можно увидеть уже сейчас, прогуливаясь по тропинкам парка. За музеем античности и Византии расположился археологический парк. Здесь представлены хозяйственные и производственные постройки, некрополи и склепы, которые были обнаружены во время раскопок в 2021-2023 годах. Интереснейший объект – мавзолей Гераон, который принадлежал одному из выдающихся граждан Херсонеса. Во время строительства и раскопок была найдена река Гераон, которая выполняет сейчас декоративную функцию, потому что является основным объектом Екатерининского парка. И вторая функция – это хозяйственная. Из нее поливает всю эту красивую растительность. А здесь можно увидеть карпов декоративных, там прям очень-очень они такие яркие и красивые. И, конечно же, прогуливаясь вдоль реки, вы встретите всех тех известных людей, которые когда-либо отдыхали и творили в Крыму. Самое первое и продолжительное пребывание этого писателя в Крыму связано с героической обороной Севастополя во время военной службы – Лев Николаевич Толстой. Николай Гумилев приезжал в гости к художнику Максимилиану Волошину. А вот и сам поэт и художник Волошин. Именно в Крыму раскрылся его художественный дар. В Коктебеле можно посетить его дом-музей. Жена Гумилева, Анна Ахматова, свое детство и молодость провела в Крыму. А вот Гоголь всего лишь раз приезжал на полуостров в 1835 году и останавливался на Сакском курорте. Александр Игрин 8 лет своей жизни прожил в Крыму. В Феодосии есть его дом-музей. Еще один человек, связанный с этим городом, художник Иван Константинович Айвазовский. Он там родился. Обязательно загляните в Феодосийскую картинную галерею его имени. А это прекрасная византийская девушка с песочными часами. Писатель Антон Павлович Чехов много раз бывал в Крыму, даже обзавелся дачами, сначала в Ялте, а потом в Курзуфе. Ну и Александр Сергеевич Пушкин, как и Гоголь, был в Крыму всего лишь раз, в том самом 1820 году. Византийский квартал предназначен для того, чтобы покушать. Здесь так пахнет: шашлык, блины, шаурма и много чего еще съедобного. Тут же располагается древняя усадьба с винодельней и гончарная мастерская. Столько разнообразных мастер-классов! А еще вы обязательно встретите здесь жителей древней эпохи, ремесленников, солдат и знатных горожан. Кстати, нам повезло оказаться на театрализованном шествии «Таврический вояж».
Оно платное – 500 рублей с человека. Для его проведения огораживают весь центр парка, без билета не попасть. Таврический вояж рассказывает об истории Крыма и Херсонеса. Сюжет основан на историческом путешествии Екатерины Великой, которое она совершила в 1787 году по новым территориям. Все завершится современной историей и Крымским мостом. В основу шествия легли цирковые трюки, хореографические сцены и сценический бой, надувные декорации и уникальные ростовые куклы. Для нас это было что-то новое, нам очень понравилось. Еще один музей позади нас, который называется Музей Крыма и Новороссии. Это пока единственный музей, который работает, и стоимость его посещения 500 рублей. На фасаде музея Крыма и Новороссии уникальные барельефы с сюжетами летописи Крымского полуострова. Здесь изображены и события крещения Руси, и героическая оборона Севастополя, и даже события последнего десятилетия. Экспозиция музея знакомит с историей региона с древнейших времен до наших дней. Концепция музея очень напоминает музейный комплекс «Дорога памяти» рядом с храмом Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области, только со своей тематикой. А так тоже иммерсивные залы, исторические реконструкции и мультимедийные инсталляции. Очень понравилось в самом начале музея, когда мы зашли в небольшую комнату с огромным экраном и ладьей, сели в лодку, и оказалось, что мы часть дружины князя Владимира. Он нами руководил, а мы должны были грести веслами, чтобы добраться до Корсунь-Херсонеса. А сейчас посмотрим, как это было. Шторм! Буря надвигается! Держитесь крепче! Олафа сорвало парус, бедняга! Надеюсь, с ним все будет хорошо! Земля! Берег! В музее 20 выставочных иммерсивных залов, конечно же, связанных с историей Крыма и Новороссии. Например, один из них посвящен Крымской войне, первой обороне Севастополя. В залах полумрак, стоят фигуры солдат в форме, и ты, как будто бы на войне, пробираешься через окопы. На больших экранах ожившие события тех лет. В центре зала Великой Отечественной войны в Крыму и Новороссии корпус сгоревшего самолета. На экранах информация о крупных городах региона в период войны.
базе данных можно найти информацию о родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Правда, информацию о своем прадеде я сама загружала ранее. Один из самых зрелищных и необычных залов музея – медиазал «Поэма о южных землях». Здесь и картины с видами Крыма, и все те известные люди, в сердце которых Крым оставил неизгладимое впечатление. Отдельный зал посвящен самому известному курорту Крыма – Ялте. Здесь и Ялтинская набережная, и ее улочки, как будто ты реально гуляешь по старому городу. Можно сделать оригинальные фото и даже отправить себе электронную открытку с курорта. Теперь зайдем в кинотеатр и посмотрим фильм о революции. В зале «Крымское ханство» можно послушать местные музыкальные инструменты, полюбоваться красивым оформлением зала, узнать рецепты крымских блюд, да и вообще многое узнать об этом периоде в истории Крыма. А вот зал, посвященный Донбассу, Донецкому угольному бассейну, крупнейшему месторождению угля. Есть зал с Крымским мостом, который называется «Вчера, сегодня, завтра». Пока знакомишься с информацией, качаешься на качелях, подвешенных к опорам моста. Чем еще можно развлечь себя в музее? Например, побыть пионером и постучать палочками по барабану. Мы-то с Сашей уже этого не застали. Спеть в караоке самые популярные композиции из советских кинофильмов. Стать туристом в Крыму, сделав фото, которое виртуально перенесется на огромный экран и окажется на месте лица одного из путешественников. Саша вон в космос полетел. В музее, конечно же, есть сувенирный магазин и кафе, откуда можно выйти на балкон и полюбоваться, в нашем случае, вечерним Херсонесом. Вот такой он, новый музейно-храмовый комплекс. Современный, красивый и познавательный. Рекомендуем.